Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель и шестой тайник от подмигивающего кота. Да, поговорим о том, где, собственно, его искать, что мы за это получаем и еще некоторые моменты. Ну что ж, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали. Начнем с того, что это уже, друзья мои, шестой тайник. И видосы касательно первого, второго, третьего, четвертого, пятого, конечно же, имеются. В подсказочки они все не влезут, потому что есть ограничения YouTube. Так что они будут, друзья, в описании. Пожалуйста. Там в одном 10 миллионов, в другом 10 миллионов, в другом 10, еще 10, в одном вообще 100 лямов. Вот видос вышел совсем недавно, так что успейте, потому что это не навсегда. Это дело ограничено по времени. И, конечно же, мой любимый Галнет. Как же без него? Четверочка и погнали. Вообще полезная фича с красивой анимацией, кстати. И я частенько об этой штуке забываю. Так же, как и о дронах. В общем, вот это вот нам нужно. 2.37. Владычица смерти сидит одиноко среди дыма и пепла и куч мертвых тел. Продаст она боль и утрату и горечь, и смерти на войне ваш печальный удел. И что бы другие не говорили, им всем нужна Imogen Lorey. Ее Frontline Solution уже погрузили в остальные гробы новых мертвых людей. Но не бойся, мой друг, я знаю секрет, я знаю, в чем кроется тайна побед. Отбрось пистолет, поднимись из грязи, и как Imogen на мир посмотри. Это, конечно, очень прикольно, красивый, вообще великолепный стишок, как и остальные, но русская локализация, опять-таки, и так далее. В общем, погнали в систему. Там все сейчас будет. Методика того, как это дело разгадывается. Как я это понял, есть английский изначальный текст. Там есть орфографические ошибки. Заменяем буквы на нужные. И из этих букв потом можно собрать название системы. Ну, вроде так. Если что, поправьте в комментарии. Обычно, когда я просыпаюсь, ребята уже ищут. Сейчас вот мы тут искали. И тут было прям очень много народу в Оупене. И да, по поводу Оупена. Ганкеры. Так что, ребята, ну, либо готовьтесь, либо летите в соло. Просто, скорее всего, вас там изничтожат. Система называется Дворси, вот она. Она находится не так уж и далеко от, скажем, системы Сол. Долететь можно даже на незаинженеренном корабле, так что новичкам хорошее подспорье, халявные денежки. 124 ляма. Ой, 124 световых года, прошу прощения. И в этой системе нам нужна планета, рядом с которой я сейчас нахожусь. 12-я планета. 3-й спутник. Вот сюда. Летим. И да, вам нужен будет подробный сканер поверхности и ТРП. Проходим по планете подробным сканером поверхности и летим к ней. И ищем вот таким вот образом сигналы. То есть просто летаем вокруг планеты и наводимся. Просто он не сразу у вас будет в панели навигации. Сейчас-то он есть, потому что я там уже был. Вон там наш кораблик. Координаты, естественно, такие же, как и в стишке. Так что летим туда на сигнал разбившийся корабль. Ну, тут уже начинается веселье с игроками. Тут уже на курьере тут что-то делает. Я не знаю, пытается ли он просканировать, либо ждет кого-то. Ох, так что, ребята, аккуратнее, аккуратнее и еще раз аккуратнее. Ну вот мы уже на ТРП у этой штуки, и нам нужно найти то, к чему мы подключимся. На радаре это отображено белым. Давайте-ка то пролезем. Какой приятный звук у этой тачки. А, вот он, разбитый, подбитый ТРПшник. Используем сканер канала данных. Если вы на боевом первый раз, я сейчас говорю про ТРП Скорпион, то нужно зайти в огневые группы и поставить вручную. Отлично. Смотрим. Подарок от Imogen Lorey из Frontline Solution. 10 миллионов кредитов. Приятно. Вультура, хранящийся на Forward Orbital. Ну, пустой кораблик, стервятник, тоже неплохо. Расцветка Scarus Red для нашего стервятника. Это, конечно, не 100 лямов и, конечно же, не новый корабль, который
хотелось бы увидеть в подарках на Новый год от фронтиров, но все же это хоть что-то и приятно. В плане кораблей давался вроде имперский курьер на этих тайниках, и вот стервятничек. Посмотрим, как выглядит окраска. Потому что 10 лямов, ну, даже новичку, в принципе, это не особо много. И да, если что, эта станция находится в данной системе. По фиту данного стервятника совершенно обычный стервятник с верфи. Ничего прям такого супер тут нету. Но окрасочка, забегаем в дизайн. Ждем, естественно, прогрузочку. Игра хоть и на SSD, но кажется, ей все равно. Окраска. Икарус красный. Все, машина уничтожителя неписей для новичка готова. Но суть вы уловили. Окраска есть, все есть, денежка есть. Я вам все показал, все рассказал, и, друзья, все-таки хорошо то, что фронтиры узнали такое волшебное слово, как ивенты, потому что то, что было до этого с целью сообщества, если взять, скажем, недавние касательно доставки редких товаров в больших количествах, то это не ивенты, это просто, ну, плохое слово. Плохое слово. Награды с этих тайников, конечно, интересные. В особенности те 100 лямов, это прям, ну, щедро, щедро. Новички аж, наверное, с этого дела офигеют. Но хотелось бы, конечно, новый корабль. Надеюсь, в Новый год сюрпризом это будет для нас и появится новый шип. Но маловероятно, потому что Panther Clipper находится в файлах игры с 2000, если не ошибаюсь, 16-18 года. Но если они, блин, ведут Panther Clipper, это будет просто что-то с чем-то, ибо нафига нам торговец? Нет, конечно, он торгует, будет вести больше, чем каттер, но людям это не понравится. Люди хотят маленькие, средние, большие корабли боевой направленности, потому что мета Фердиланс, ну, уже, наверное, поднадоел людям.